Меня зовут Артем, и вы смотрите Cat the Crab TV. 18 ноября компания Valve потрясла мир видеоигр громким анонсом. Спустя долгие годы молчания они наконец-то анонсировали новую игру в легендарной серии Half-Life. Однако радость некоторых фанатов оказалась преждевременной. Ведь речь идет не о полноценной третьей части, которая уже стала мемом, а об эксклюзиве для очков виртуальной реальности Half-Life Alyx, который, кстати, будет бесплатной для владельцев очков Valve Index. Half-Life Alyx будет приквелом, ее действие будет происходить между первой и второй Half-Life. И несмотря на специфическую платформу, это будет не экспериментальная песочница, а настоящий AAA проект. Поэтому-то я и расчехлил свои ножницы, чтобы рассказать вам обо всем, что нам показали в трейлере Half-Life Alyx. Сейчас я покажу вам кое-что интересное. Кое-что, в чем сочетается свет и тьма. Кое-что, в чем сочетается яркий неоновый киберпанк и строгая черная классика. Это новый Pixel Max, рюкзак, дизайн которого можно сделать самому. Днем это стильный черный рюкзак, в котором нет ничего лишнего, а ночью это твой внутренний мир. На его внешней стороне находится LED-экран, на который можно вывести любое изображение, надпись или гифку. Чтобы поменять его внешний вид, достаточно всего лишь скачать приложение и загрузить свой дизайн, либо создать его прямо в телефоне. Стильный внешний вид, влагоотталкивающая ткань и плотная внутренняя прокладка для защиты содержимого от ударов. Внутри рюкзака специальное мягкое деление для ноутбука, а также дополнительный карман для мелких вещей и документов. Если вы тоже хотите добавить в свою жизнь немного киберпанка, то заходите в главный онлайн-магазин высоких технологий, гаджетов и стартапов Inspector Gadgets. Ведь сейчас с 25 ноября по 1 декабря проходит главная распродажа «Черная пятница», во время которой цены падают ниже плинтуса. На распродаже более 1000 товаров со скидками до 60%, а на все рюкзаки Pixel будет действовать промокод PIX на скидку в 10%. В общем, ссылка в описании. Трейлер открывает тяжелое дыхание главной героини, Алекс Венс, чье имя и написано в подзаголовке. С Алекс и ее отцом Элаем мы познакомились во второй части. Она приходит в себя в разрушенной и покрытой инопланетной слизью прачечной. Чуть дальше мы увидим целый ряд стиральных машин, так что это явно не частный дом. Как вы можете знать, в мире игры случилось катастрофическое событие – каскадный резонанс. Он породил множество портальных штормов, в результате которых на Землю попала флора и фауна из другого измерения. И последствия этого события мы и видим в этой прачечной. Во второй части главного героя уже заносило в прачечную. В ней происходит одна из битв в тюрьме Нова-Проспект. Мы слышим электрические разряды и видим, как по полу пробегает некое существо, очень похожее на Сактика, вырезанного монстра из Half-Life 2. Сактики – разумные паразиты, которых Альянс сбрасывал в специальных снарядах на вражескую территорию. Они атаковали примерно как хэдкрабы, прыжками в лицо. Впоследствии от Сактиков было решено отказаться, однако идея снарядов осталась. В них Альянс стал сбрасывать обычных хэдкрабов. Скорее всего, загадочное электрическое существо – это новый вид монстров, которых пытался разрабатывать Альянс. Далее нам покажут и другие последствия такой безумной электрогенетики. Когда Алекс заглядывает за угол, мы в первый раз видим перчатку персонажа, на которой заметны 3 розовых сердца. Очевидно, это шкала здоровья. Мне всегда нравилось, когда индикаторы прикреплены к персонажу, а в виртуальной реальности это добавляет реализма. Помимо здоровья на перчатке также находится счетчик патронов и какая-то другая шкала, может быть, выносливости. Мы видим, что с миром игры можно будет активно взаимодействовать, как, впрочем, и в предыдущих играх. Физика в Half-Life — это одна из главных особенностей этой серии. А теперь с таким точным управлением это подарит совершенно новый опыт. И уже в первых секундах трейлера мы понимаем, что игра будет очень пугающей. Резко выпрыгивающие на игроках хэдкрабы и в оригинальной этой серии заставляли игроков вздрагивать и подпрыгивать в кресле. Представьте, какие ощущения будут в шлеме виртуальной реальности, когда эти создания будут лететь не в монитор, а прямо в лицо. И, конечно же, имея такой точный контроль над руками персонажа, мы определенно сможем перехватывать их на лету руками и отбрасывать во врагов. Кстати, это обычный хэдкраб. У него длинные острые передние конечности и маленькие задние, так что это точно не ламар. Обратите внимание на то, что его кожа просвечивается, как уши в Red Dead Redemption 2, что определенно придает ему более реалистичный и пугающий вид. Я помню, как боялся их в 98 году, и хоть мне уже не 11, но чувствую, что и в этот раз буду очень бояться. После броска хэдкраба мы слышим голос неизвестной женщины. И этот голос кажется знакомым, так как очень напоминает голос небезызвестной Джудит Моссман из оригинальной Half-Life 2, которую озвучивала Мишель Форбс. На вызов героиня отвечает: I'm here. So what's the plan? И это очень интересно, ведь впервые во вселенной Half-Life мы будем играть за говорящего персонажа. Неразговорчивость Гордона Фримена, а также чел из серии игр Portal стала настоящим мемом. Да, в Blue Shift мы играли за приятеля Гордона Фримена, охранника Барни, который в остальных частях серии весьма разговорчив. Однако в своем сольнике и он дает обет молчания. Порой неразговорчивость главного героя даже шла вразрез с логикой игры. Так, во второй части совершенно непонятно, как, не произнеся ни слова, Гордон во время восстания направлял свой отряд в нужные точки и призывал обратно. Известно, что Valve сделали
сделали персонажа немым, чтобы игроки лучше могли себя с ним ассоциировать, лучше погрузиться в игру. Видимо, в случае с Алекс необходимости в этом нет, ведь игрок будет в шлеме виртуальной реальности. Куда уж еще глубже. Кстати, у Алекс в ее сольнике будет другая актриса озвучки. В предыдущих частях голос героини подарила Мэрил Дендридж. В этот раз говорить за нее будет Азима Акага, которую поклонники Марвел могут знать по роли Тамар в сериале «Беглецы». Причины замены актрис объяснил дизайнер Грег Кумер. По его словам, поскольку действие VR-игры происходит до событий Half-Life 2, им нужен был более молодой голос, чтобы показать юную, еще не закаленную в боях Алекс. Кстати, сама Мэрил Дендридж нисколько не обиделась на замену, а напротив, была очень рада. «Я очень ее люблю. Я так рада, что фанаты наконец-то получат свое. Спасибо, что вернули Алекс и Half-Life к жизни. Поздравляю и желаю успехов». По другой, более печальной причине создателям пришлось заменить актера озвучки отца Алекс, Илая Венса. Роберт Гием, подаривший голос Илаю в оригинальных частях, скончался в 2017 году. На его место Valve взяли Джеймса Мозеса Блэка. Не дожил до релиза игры и Роберт Калп, озвучивший в Half-Life 2 доктора Брина. Он ушел из жизни еще в 2010-м, однако, судя по отсутствию информации о нем, Брина вообще не будет в новой игре. Что довольно странно, ведь ее события, очевидно, будут происходить сразу после 7-часовой войны, при капитуляции в которой от лица землян говорил как раз-таки Брин. Впрочем, его присутствие в игре не обязательно, ведь, скорее всего, Алекс до него просто не доберется. Ну и далее мы видим панорамный вид на крыше города Сити-17, в центре которого строится знаменитая цитадель. Инфернальное здание, которое видно практически из любой точки этого города. И этот кадр вносит важные корректировки в известный канон. В лоре игры, который с молчаливого согласия разработчиков создавался силами фанатов, говорится, что цитадель была телепортирована на Землю в готовом состоянии. Однако, видимо, от этой идеи было решено отказаться, так что либо цитадель построят с нуля, либо телепортирует лишь ее основание. Присутствие цитадели в этой игре добавляет ей еще одну грань – высоту. Ведь, очевидно, попав внутрь этого здания и поднимаясь все выше и выше, игровой опыт начнет становиться очень устрашающим. Закадровый голос рассказывает нам задачу игры – раздобыть некое оружие, которое должно перевернуть ход войны. Поскольку эта игра приквел, кажется, что это оружие сыграет важную роль в Half-Life 2. Некоторые фанаты решили, что речь идет о гравипушке, но это маловероятно. В Half-Life 2 Алекс говорит, что ее используют в основном для поднятия больших грузов. We mainly use it for heavy lifting. Довольно странно раздобыть важнейшее оружие и применять его в качестве подъемника. Как думаете, что это может быть? К цитадели протянуты многочисленные провода, а также летят вертолеты, один из которых отнял очень много нервов у игроков Half-Life 2. Вдалеке также виднеются и транспортники Альянса. Слева в кадре можно заметить, как поднимается трехногий страйдер, на спине которого установлено что-то вроде смотровой вышки. И сразу же после логотипа Valve нам показывают его уже крупным планом. Мы видим, как облаченный в броню Альянса страйдер везет на своей спине платформу с солдатом. На носу у него не установлена привычной пушки, она закреплена на самой платформе, так что, скорее всего, стрелять будет не синтетик, а патрульный. Не исключено, что и мы сможем попасть на эту платформу и пострелять из этой пушки. Надеюсь, укачивать не будет. На стене за страйдером виден логотип Альянса – человек с поднятыми руками. Как мы уже поняли, 7-часовая война окончилась, и на Земле установилась власть пришельцев. Но гораздо интереснее здесь передний план. Мы видим знакомые еще по Half-Life 2 элементы игровой площадки – качели, крестики-нолики, карусель, а дополняет их фирменный советский атрибут – вкопанный в землю покрышки. Известно, что один из дизайнеров Half-Life 2, Виктор Антонов, родом из Болгарии, и при разработке локации он использовал виды родной Софии и ряда других восточноевропейских городов. Поэтому внешний вид игры столь близок к российскому игрокам. Некоторые города сейчас не сильно отличаются от антиутопичного Сити-17, только без цитадели. Кстати, обратите внимание на визуальное повествование в этой сцене. На стене за спиной солдата Альянса виден полустершийся рисунок. Дети весело играют под радугой, но их идиллия нарушена. Прямо посередине радуга разрывается черной дырой, из которой тянутся черные провода. Дыра в этом контексте выглядит как портал, из которого на счастливую землю прибыли захватчики из другого мира. Экипировка солдат отличается от той, что мы видели ранее. На них уже надеты фирменные противогазы, однако одежда более мешковатая, а за спинами виднеются рюкзаки. Вероятно, это ранняя модель комбайнов, еще не экипированная по последнему слову техники и моды, так как Альянс в силу непродолжительности своего пребывания на Земле лишь недавно начал процесс изучения человеческой формы жизни с целью последующего апгрейда и интеграции людей в свою армию. Кстати, вспоминая революционную физику второй Half-Life и демонстрации физического движка на такой же детской площадке, в которой мы все залипали, катая кирпичи на качелях, кажется, что и в этот раз мы проведем немало времени, перетаскивая кирпичи теперь уже своими руками. В следующем кадре мы видим зеленые молнии, бегущие по многочисленным проводам к гигантскому устройству. Однако это не цитадель, а корабль Альянса. Он гораздо шире цитадели и парит в воздухе. Что это за зеленые лучи энергии, пока не ясно. Возможно, это своеобразная портальная энергия, позволившая перемещать Альянс и его ресурсы на Землю. Ведь именно зеленого цвета были порталы в первой части игры. Также схожим
красным цветом портальной энергии заряжалась телепортационная камера на темном синтезе в тюрьме Нова-Проспект, откуда Алекс и Гордон пытались вызволить Илая. Далее нам показывают геймплейную часть, в которой Алекс ремонтирует электрощиток. Можно заметить, что это стандартная механика перераспределения напряжения по типу головоломок в Человеке-пауке. В ее руках та самая чудо-отмычка, которой ей удавалось открывать двери и перепрограммировать шариковые мины. В следующем кадре мы видим, как из цитадели по рельсам выезжает какая-то новая модель поезда. На заднем плане можно заметить зеленое свечение, возможно, поезд выезжает прямиком из портала. С другой стороны, это может быть устройство прокладки железной дороги, проделывающее проход в стене, так как гидравлический механизм, приводящий установку в движение, закреплен не на рельсах, а на земле. Обратите внимание, как в этом кадре сочетаются монументальная цитадель и деревянный дом, который вскоре будет просто раздавлен или разнесен в щепки. Это очередной пример визуального повествования. Земля с ее устаревшими технологиями оказывается беззащитна перед межпространственным вторжением и смогла продержаться лишь короткие 7 часов. Далее нас знакомят с новым персонажем – Расселом, который должен стать напарником Алекс в игре. My name is Russell. На нем надета старомодная шапка и куртка, под которой виднеется оранжевый прорезиненный костюм защиты. При этом рукав куртки заклеен серой изолентой. Пока сложно что-то конкретное сказать об этом костюме. Он чем-то похож на костюм защиты Черной Мессы, в котором щеголял в предыдущих частях Гордон Фриман. Однако в их внешнем виде есть существенные отличия. Возможно, это одна из модификаций, а может и просто самодельный костюм, который смастерил сам Рассел. Обратите внимание на повязку на руке. На ней красуются русские буквы «Интенд». Скорее всего, это слово «интендант», то есть хозяйственник, ответственный за тыловое обеспечение войск. Кириллицей в Half-Life никого уже не удивишь. Ведь, как мы помним, действие происходит в Восточной Европе. Затем мы видим, как Алекс достает свои перчатки из специальных капсул. Получение боевой амуниции в Half-Life всегда играет важную роль и очень эффектно преподносится. На этот раз костюма защиты ждать не приходится, а значит и идти напролом, расстреливая врагов пачками, вряд ли получится. Обратите внимание, где хранились эти перчатки. Перед нами не что иное, как две лежащие на боку микроволновки. В отличие от бережно хранящихся в специальных стеклянных капсулах костюмов Гордона, тут явно все делали в кустарных условиях. Вокруг микроволновок лежит разный хлам, включая часть человеческого манекена. Мы видим, что руки манекена обуглены, что может намекать на то, что эти перчатки проходили испытания и не всегда успешные. Впрочем, уже в следующей сцене мы получаем пистолет. Внешне он отличается от фирменного оружия Алекс, которое в коде игры так и называлось – пистолет Алекс. Пистолет Алекс – уникальное оружие, которого нет у других бойцов, скорее всего, девушка собрала его сама. Правда, в этом кадре мы видим, как его выбрасывает из окна Рассел, и издалека его обмундирование кажется более похожим на костюм Гордона Фримана с оранжевой вертикальной полосой. Этот бросок, кстати, очень напоминает начало второй игры, в которой Барни Колхун бросал Гордону монтировку. Несмотря на не самый презентабельный вид окрестностей, окружение выглядит весьма современно. На стене дома установлены спутниковая тарелка и даже камера наблюдения, а на заднем плане возвышается еще недостроенная цитадель. Valve не были бы Valve, если бы не добавили в мрачную антиутопичную игру немного юмора. Рассел бросает Алекс пистолет, уверяя, что он разряжен, однако оружие внезапно стреляет, пробивая дыру в стекле автомобиля. Don't worry, it's unloaded. It's unloaded now. Скорее всего, в игре нас не будут баловать разнообразием тяжелого оружия, ведь Алекс девушка хрупкая и не сможет тащить на себе целый арсенал из крупнокалиберных пулеметов, дробовиков и ракетниц. Как мы увидим дальше, ей доведется пострелять из разных типов оружия, однако все оно будет достаточно легким. Одна из причин – это ограниченные возможности стрельбы в VR. Двуручное оружие пока что очень сложно реализовать. Из всех видов вооружений из предыдущих частей игроки наверняка будут больше всего скучать по всеми любимой гравипушке. По сюжету ее просто еще не успели изобрести. Однако мы видим, что в новой игре у нее будет альтернатива – магнитные перчатки, с помощью которых Алекс и подбирает пистолет. У них гораздо меньше дистанция и грузоподъемность, и, вероятно, именно на их основе будет разработан манипулятор энергетического поля нулевого уровня, то есть гравипушка. Затем мы видим, как в игре будет реализовано пополнение здоровья. Мы видим, что на перчатке Алекс загорелась лампа аварийной сигнализации, как в автомобиле, что неудивительно, ведь показатель здоровья на нуле, и она кладет руку на какое-то устройство, которое, очевидно, заливает в нее биогель из личинки муравьиного льва, которую можно заметить в капсуле рядом. В Half-Life эпизод 2 при уничтожении подобных личинок из них вываливались светящиеся шарики, пополнявшие здоровье Гордона Фримана. Можно заметить, как перемалывается личинка для создания зеленого биогеля, восстанавливающего жизненную энергию. Именно таким биогелем были наполнены аптечки в Half-Life 2 и ее продолжениях. Одновременно с подзарядкой Алекс отстреливается от нового вида зомби. Пока не ясно, будут ли они отличаться чем-то кроме гардероба, но ведут себя они очень похожи на стандартных зомби с Half-Life 2. Обратите внимание на то, что второй индикатор на перчатке сменился с изначального синего цвета на желтый со значением 20. После двух выстрелов зомби это значение не поменялось, так что это либо баг, либо этот индикатор обозначает что-то другое. Справа на стене можно заметить рекламный баннер, на котором написано «Наслаждайтесь натуральным вкусом воды». И это очевидная отсылка к начальному уровню Half-Life 2, в котором один из жителей Сити-17 говорит Гордону Don't drink the water.
they put something in it to make you forget. А на заднем плане видна реклама автомобиля с надписью «Рига». Неужели действие игры происходит в столице Латвии? Скорее всего нет, ведь дизайн City-17 является собирательным из нескольких городов Восточной Европы. Далее мы видим, как зомби пробивает кирпичную стену. Либо эта модель отличается неимоверной силой, либо просто кладка не была скреплена раствором. Видно, что дыра была в стене изначально, после чего заспех заделана досками и кирпичами. Следом нам показывают, как Алекс через дыру в стене следит за крадущимися войсками Альянса. На спинах бойцов видны какие-то баллоны. Возможно, они держат в руках огнеметы, зачищающие местность от инопланетной слизи. Алекс бежит заряжать свой новый вид оружия – мини-дробовик с двумя стволами. И мы понимаем, что Valve не просто так берегли интригу и не выпускали игры, использующие технологию отслеживания пальцев их контроллеров. Алекс находит характерный красный патрон и хватая их пальцами, отодвинув в сторону ненужный хлам. Однако, судя по кадру далее, в котором мы увидим, как она оглушает комбайна ящиком, кажется, что этот хлам не такой уж ненужный. Наверняка можно будет также кидаться сухим завтраком, маслом, печеньем, пакетами с мукой и коробками с разными мелкими объектами, так как снизу можно заметить коробку с надписью «Центральный зоопарк». В ней, скорее всего, набор резиновых игрушек животных. Игрушечного тигра можно заметить на столе справа. Но интереснее всего другая игрушка. Это игрушечный разведчик из игры Team Fortress 2 от создателей Half-Life. На перчатке Алекс появился фонарик. Как мы помним, Half-Life очень много внимания уделяет фонарикам, и иногда битвы проходят в полной темноте. Фонарик, кстати, появлялся и в сцене с пистолетом, правда, затем резко пропал. Обратите внимание на цвет оружия, на нем можно заметить желтую краску. Это явно показывает возможности кастомизации, которые, судя по официальной странице игры, станут доступны до конца 2019 года всем, кто предзаказал Алекс. Солдат Альянса, подобравшийся вплотную к Алекс, тут же жалеет об этом, потому что получает пулю в грудь. Окуляры его противогазов горят голубым цветом. В Half-Life 2 такой тип комбайнов был вооружен автоматами. На связь с Алекс выходит ее отец, еще относительно молодой Илай Венс. Мы видим, что время высокотехнологичных мониторов еще не пришло, и вместо них используются несколько старых телевизоров, которые также лежат на боку. Мы слышим слова Алекс. They've got Dad. Комбайны взяли в плен ее отца, и его необходимо вызволить, что отсылает нас к Half-Life 2, где половину игры мы занимались тем же самым. Ну и далее следует экшн-сцена, где нам крупным планом в полный рост показывают солдат, которые только что расправились с повстанцем. На заднем плане виден сканер Альянса. Солдаты на переднем плане экипированы более легко, чем тот, что находится вдали. Вероятно, у них разный тип вооружения. При этом нам показывают руки Алекс. Обратите внимание, что на них нет технологичных перчаток. По всей видимости, это самое начало игры, когда нам только дают познакомиться с новым миром. Вспоминая завязку второй части, можно предположить, что сейчас Алекс спасет интендант Рассел, который даст ей высокотехнологичные перчатки и пистолет. Кстати, с учетом того, что в Half-Life 2 и ее дополнениях нет ни малейшего упоминания Рассела, можно смело предположить, что до конца новой игры он не доживет. В следующем кадре мы видим Страйдера, который уже больше похож на свой привычный образ. Без платформы на спине, укрепленных ног и с той самой пушкой на животе, которая так сильно потрепала нервы игрокам в Half-Life 2 и ее дополнениях. И почти сразу фанатов серии наверняка прошиб холодный пот. Если страйдерная пушка просто трепала нервы, то этот монстр приходил даже в ночных кошмарах. Теперь мы можем полноценно познакомиться с ядовитым хэдкрабом. Можно только представить, как это будет выглядеть, если даже в игре 2004 года, только услышав характерный свистящий звук, игроки бросали все дела и в первую очередь искали его источник. То, что это те самые ядовитые хэдкрабы, видно и по волосяному покрову, и по движениям, более плавным и грациозным, чем у обычных хэдкрабов. В этой сцене можно заметить сразу 5 ядовитых хэдкрабов. Один ползет на переднем плане, еще один на досках сверху, с потолка спускается третий, четвертый вылазит из унитаза, а пятого утаскивает себе барнакл. Еще один фирменный монстр вселенной Half-Life, который появлялся еще в первой части. В следующем кадре мы видим поезд «Утюг». На таких поездах Альянс перевозил заключенных и сталкеров. В кадре далее мы видим, как группа солдат Альянса бежит мимо Алекс, хотя она находится у них на виду. Героиня прячется за угол, причем, судя по постановке сцены, она участвует в совместной атаке с комбайнами. Не совсем понятно, что происходит, но можно предположить, что это замаскированные повстанцы. В таком виде, например, перед нами предстает Барни в начале второй части, хотя, возможно, бойцы Альянса действительно просто не заметили ее. На заднем плане виднеется белый фургончик. Такой RAF уже неоднократно встречался в играх серии, так что это еще одна приятная отсылка для фанатов. Точно такую же модель бросал пес в солдат Альянса. Кстати, механический друг Алекс вообще не упоминается в игре, хотя мы знаем, что этого питомца девочки подарили еще в детстве, при этом она сама его модифицировала. Так что можно быть уверенным, что пес, которого так полюбили игроки, еще появится в игре, возможно, не в привычном нам виде, но в привычном амплуа верного помощника, выручающего в критическую минуту. Нам дают во всей красе рассмотреть экипировку мертвого комбайна, висящего вниз головой под потолком, а также целая охапка барнаклов. Впрочем, солдат съели не они. Мы помним, что барнакл выплевывает ту часть пищи, которая не влезла ему в пасть. Так что почему солдаты свисают с потолка, нам еще предстоит узнать. Затем на долю секунды Алекс попадает в комнату, полностью покрытую инопланетной флорой и фауной. В середине нее раскрывается зен-дерево с желтым свечением. Хотя, возможно, это песчаные барнаклы, персонажи, вырезанные из Half-Life 2. Вся эта местность уж очень напоминает зен, из которого и прибыли пришельцы во
во время событий первой части. Однако вряд ли это другая планета, поскольку в середине стоит кресло с подушкой. Вероятно, портал в Зен открылся где-то неподалеку, и, возможно, путь в него виден уже в следующем кадре. Мы видим непонятный символ на двери, путь в который оббит листами из металла и деревянными досками. Скорее всего, нужно было экстренно сохранить дорогу к этой двери в разрастающейся живой монтажной пене. Следом Алекс своей чудо-отмычкой решает еще одну головоломку. Ну и далее идет очень интересная сцена. Мы видим способности магнитных перчаток. Алекс ворует у комбайна устройство, напоминающее кулер для ноутбука. Вероятно, это своеобразный тип гранаты. Алекс словно срывает с нее чеку, и в этот момент появляется небольшое красное свечение, как в оригинальных гранатах из других игр серии. За спиной комбайна видны капсулы, в которых содержались люди в Нова Проспект. В это время на фоне произносится фраза Alex Vance alone cannot prevent his fate. За счет уловимой вибрации при произношении этих слов можно предположить, что мы снова встретимся с вартигонтами, которые тесно связаны со вселенной Half-Life, начиная с самой первой части, вышедшей в 98 году. Само же послание – это отсылка к концу второго эпизода, где Лай как раз и погиб от рук советников. Не просто так голос в начале ясно дал понять. You will not save him. А затем в тусклом свете фонарика перед нами встают жуткие зомби. А вот жуткий черный монстр с многочисленными красными глазами – это что-то новенькое. Или же это новый дизайн разносчика ядовитых хэдкрабов. В туннеле из жижи из-под потолка свисает мертвый зомби, покрытый чем-то вроде паутины. Судя по расположению фонарика, это точно такой же защитный костюм черной мессы, который был надет на Гордоне Фримане в первой части игры. Однако, судя по всему, этому обладателю повезло куда меньше, чем главному герою серии. Он стал жертвой нового вида барнаклов. В следующей сцене мы видим возможности нового вида зомби. Он пускает мощный электрический разряд. Видимо, это и есть результат симбиоза с электрифицированным хэдкрабом из начала трейлера. Рядом валяется мертвый персонаж в противогазе и костюме радиационной защиты. Судя по всему, это комната, где Альянс проводит эксперименты с хэдкрабами и зомби, и один из экспериментов вышел из-под контроля. После того, как мы мельком взглянули на новых врагов, нам показывают старых, хорошо знакомых муравьиных львов. Как думаете, будут ли в игре использоваться фероподы? Или в этой игре муравьиные львы не станут союзниками? Заметьте, что ноги муравьиных львов подсвечены оранжевым. Вероятно, это часть геймплея. Скорее всего, с ногами можно будет взаимодействовать. Например, отстреливать, что Алекс и делает. Голос Илая произносит... Точно такую же реплику он произносил в финале второго эпизода за секунду до смерти. Битва с муравьиными львами происходит возле моста, за которым виднеется силуэт летающего корабля, который, по всей видимости, станет ключевым объектом игры, поскольку его тут же показывают крупным планом вместе с названием Half-Life Alyx. Но и в самом конце из темноты выходит один из самых загадочных персонажей в истории видеоигр – G-Man. Проснитесь и пойте. Он не произносит ни слова, но ехидно улыбается, а глаза его в этот момент начинают светиться. Также светились его глаза во время манипуляций со временем в финале Half-Life 2 и эпизода 2. Однако, судя по постановке сцены и молчанию G-Mana, эти кадры были сделаны специально для трейлера, чтобы нагнать загадочности и заявить возвращение полюбившегося игрокам персонажа. Из второго эпизода мы знаем, что именно G-Man спас маленькую Алекс в Черной Мессе, когда произошел тот самый каскадный резонанс и погибла ее мать. Возможно, новая игра прольет свет на связь G-Mana с Алекс, а также на его собственное происхождение. Кто он? Пришелец из другого мира, человек с высокими технологиями, Гордон Фриман из будущего или даже сын Гордона и Алекс? Фанат уже 2 десятилетия строит различные теории, но все идет к тому, что Valve вообще не раскроет карты, сохранив ауру загадочности вокруг этого персонажа. И несмотря на все детали этого трейлера, нам до сих пор непонятно, как же мы будем ходить. Но остается надеяться, что именно в этом и заключается революция Valve. Ну что ж, это были все интересные детали этого трейлера, о которых я хотел вам рассказать. Если же я что-то не заметил, то напишите мне об этом в комментариях. Но если вам понравился этот разбор, то не забудьте поставить ему свой лямбда-лайк. Но если очень понравился, то и на канал не забудьте подписаться. Также хочу поблагодарить за помощь с разбором Ивана Пучина, Романа Пчелинцева, Никиту Коновалова и Михаила Самошилова. Эти ребята шарят в лоре. Спасибо, пацаны. Ну и вам спасибо, что досмотрели, я это очень ценю. Как вам новое интро, кстати? Надеюсь, что вам понравилось. Ну и не забудьте посмотреть мои впечатления от игры в Last of Us Часть 2. Да, я поиграл. Если вы еще не смотрели, обязательно нажмите. Ну а на этом все, спасибо за просмотр, я надеюсь, что вам понравилось. Новое видео уже на подходе. Cut the crap. Мы режем видеоигры.